Всем привет и добро пожаловать! Сегодня у нас туркменская кухня. Я закажу традиционные мучные, мясные туркменские блюда. Вместе с вами будем пробовать. Будет очень вкусно, познавательно и интересно. Итак, мы начинаем. Поехали! Ну что ж, мы заняли свои места на веранде. Заведение находится у дороги, поэтому будет слышен звук машин, но это не помешает мне насладиться этой замечательной туркменской трапезой. И, как вы видите, уже практически все принесли. Я безумно голодный. Давайте вместе с вами все это пробовать. Начнем мы с фичи. Фичи – это визитная карточка туркменской кухни. Очень популярна в Туркмении, но я вам даже скажу больше. Их можно поесть в Турции, в Москве и в Бишкеке, где мы сейчас находимся. Они запекаются в круглых формочках в течение 30 минут. Мы видим здесь надрезы. Это делается специально, чтобы тесто не лопалось при приготовлении. Внутри фарш из рубленой говядины. Выглядит очень аппетитно и очень хочется это попробовать. Мой вам совет: фичи нужно пробовать, пока они горячие, потому что внутри очень сочная начинка, и нужно словить именно тот момент, пока эта начинка не затвердела из-за жира. Невероятно сочная начинка. Казалось бы, тесто вместе с фаршем. Очень простой рецепт, но при этом есть отличительная черта. Особая тугость теста. Идеальная начинка внутри, рубленая говядина в сочетании с луком. Я чувствую немного перца. Ну, это просто объедение. Спасибо туркменам за то, что нам подарили такое замечательное блюдо. Посмотрите, как это выглядит изнутри. Ну, не красота ли? Не пожалели мяса. Вот здесь предостаточно. Ну и вот, я думаю, на картинке вы видите вот эти вот жирненькие стеночки. Это делает начинку очень сочной и вот очень вкусной. Мне очень нравится. Позвольте мне еще один раз это дело укусить. Когда приходите в туркменский ресторан, обязательно заказывайте фичи, ко всему прочему. Они небольшие по форме, то есть вы их в любом случае сможете сочетать с другими блюдами. А мы пойдем дальше. Наше следующее блюдо – это гуурдак. Традиционное туркменское блюдо, отдает невероятным ароматом. Очень хочу попробовать. Гуурдак – это баранина, которая жарится в течение нескольких часов в собственном жире. Именно поэтому это блюдо такое особенное. Посмотрите, как нам его принесли. Здесь очень много лука, но вот оно мясо. Выглядит, конечно, невероятно аппетитно. И его достаточно много. Будем пробовать. Я возьму небольшой кусочек. Нам еще принесли хлебушек. Он такой хрустящий, тоже немного жирненький. Ну, попробуем, давайте. Невероятно нежное мясо. Знаете, вот оно такое, как будто бы в процессе приготовления его не только жарили, но и тушили, да. То есть я не чувствую, что это мясо отваренное, но я чувствую, что оно обжаренное, но при этом оно такое нежное, как будто бы его отварили. Ну, очень странное ощущение, но это невероятно вкусно, и ничего подобного я никогда не пробовал. Давайте возьму еще один кусочек. Немного лучка добавлю. Сори за то, что я это делаю руками. Это просто топчик. Мне очень понравился гуурдак. После приготовления гуурдак застывает в своем жире, и таким образом он может очень долго храниться. В древности туркмены брали это мясо в длительные походы по безлюдным пустыням, потому что в любой момент его можно было достать и разогреть на раскаленном песке. Из-за того, что это блюдо жирное, оно обладало очень большой энергетической ценностью, и поэтому в пустыне это было просто замечательное решение для перекуса. Наше следующее блюдо – это борек. Этли борек с яйцом и исманак борек со шпинатом. Это туркменский ответ славянским вареникам. Они немного загрустили, пока нас ждали, потому что мы были заняты гуурдаком и фичи. Но тем не менее, когда их только принесли, они выглядели очень аппетитно.
Ну и давайте пробовать. Я начну с этли бурек, бурек с яйцом. Вот так вот это выглядит. Пробуем. По вкусу немного напоминает вареники. Ну и форма такая вот квадратная, немного больше, чем традиционный вареник. Давайте я попробую ее разделать пополам и показать вам внутри. Да, ну видите, текстура такая, будто бы там внутри творог. Но это не творог, это яйцо. Наверное, на завтрак такое покушать было бы очень интересно и вкусно и питательно. Я уверен, что горячими они были бы еще вкуснее. А теперь давайте попробуем исманак бурек. Бурек со шпинатом. Форма у них более похожа на традиционные вареники, но тем не менее это туркменское блюдо, которое мы должны попробовать. Поехали. Как интересно. Я никогда не ел вареники со шпинатом. Очень такой легкий вкус шпината, но тем не менее это вареник. Это необычно. Шпинат немножечко такой солененький, но мне на самом деле очень понравилось. Я удивлен, что вареники со шпинатом, исманак бурек по-туркменски, могут быть такими вкусными. Очень понравилось, рекомендую. А мы едем дальше. Наше следующее блюдо – это ишликли. Дословно пастуший пирог. Похож на большой фичи, но мои туркменские знакомые сказали, что это абсолютно не так. И давайте мы сейчас его будем разрезать. Смотрите, какая гигантская просто порция. И уже отсюда видно, на самом деле, начинка такая сочная. Вы это видите, да? Внутри мясо говядины. Я вижу уже там какие-то овощи, которых не было в других, не было в фичи. Прям пока режешь, чувствуешь это сочную начинку внутри. Вау. Смотрите. Внутри. Хо-хо-хо-хо. Это непонятно. Это либо помидор, либо красный перец. Но в любом случае, какой аромат. Выглядит это по-другому. Пахнет вообще не как фичи. О, давайте пробуем. Очень жирная начинка. И при этом много мяса. По ощущениям, это точно не фичи. Может быть, тесто немного напоминает фичи, но начинка там очень такая богатая. Я бы сказал, даже царская. Да, туркменские пастухи, явно им повезло, раз они кушали такие пироги. Пирог очень жирный. Я заказал салат, чтобы как-то сгладить тяжесть этого блюда. Классика, на самом деле. Свежий салат, помидоры, огурцы тоже очень в Туркмении популярен. Поэтому мы здесь не грешим. Мы продолжаем линию туркменской кухни. Очень вкусно. Для большой компании вообще обалденное блюдо. Такой большой пирог с такой сочной начинкой. Мне кажется, можно вчетвером насытиться этим вот пирогом. Очень вкусное блюдо. Обалденно. Ну что ж, друзья, мне очень понравилась туркменская кухня. Фичи, гуурдак были просто божественными. Ну и, конечно же, этот пастуший пирог ишликли меня очень сильно удивил. Мы заказали только малую часть того, что представлено здесь, а полное меню данного заведения вы можете найти у меня в телеграм-канале. И вас еще впереди ждет очень много вкусных выпусков. Так что подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. И скоро увидимся. До новых встреч!